Итак, значит, когда прибор у нас включился, попробуем что-нибудь нажать. Нажмем домой. Или назад. Вот. Прибор у нас включен, зарядка есть. Ну что ты как быстро тухнешь. Вот. Разблокируем. Сразу предлагает принять соглашение. Принимаем. Значит, как я уже говорил, зеленая версия, она должна поддерживать русский язык. И, то есть обновление на русском, и чуть ли там не техподдержку на русском языке. Здесь у нас, значит, сразу видим менюшка на английском. Значит, тут у нас предлагает диагностику автомобиля. По ключам тут. Видеоцентр даже есть. Ну ладно. Давайте начнем с поисков русского языка. Language. Английский. И только. Не знаю. Вот, обещали русский язык. Русского языка пока нема. Кстати, прибор-то она не увидала. То есть жмем назад. Берем USB кабель, который входит в комплект. Берем USB кабель, который входит в комплект. С одной стороной он включается в наш шнур, нам пока автомобильный не нужен. Одной стороной он включается вот сюда. Вот. Другой стороной он включается в наш планшет. Загорелись лампочки. Сразу же то, что у него Bluetooth и USB работает. Ну, то есть он еще по Bluetooth работает, но можно вот кабелем подключиться. Питания нет, потому что к автомобилю не подключен. Вот. В настройки заходим. Сразу появилось устройство наше. Bluetooth настроить можно сходу. Вот. Ну, тут по минимуму, так скажем. Вот язык, конечно, да. Что-то нет английского языка. Ой, английский есть, русского что-то я пока не наблюдаю. Будем писать в поддержку. Спрашивать, где же наш русский язык. Видеоцентр. Давайте посмотрим. А видеоцентр, как же он нам покажет, если мы не подключились?
Предлагает, кстати, обновить. Обновление качнуть. Вот, тесты всякие тут. Это моя информация. Тут можно зарегистрироваться. Вводим. Так, а где же тут настройки планшета? Что-то я не понял. Наверное, к интернету у нас не подключится. Я так предполагаю. Он, наверное, как X100 работать будет. Сюда. Флешки, кстати, тоже нету никакой. Вот, то есть он предлагает интернет, но... вот настройки интернета. Ну это интернета настройки. Будем разбираться, в общем. Будем разбираться, как его обновить. Введите логин. То есть сейчас он ничего не дает нам делать, в принципе. Его надо зарегистрировать. Мы его зарегистрируем. Продолжим. Давайте диагностику посмотрим. Диагностики тут, конечно, много тут. Значит, это одометры у нас. Кластер Calibrate. Давайте посмотрим вот Audi сходу. Audi версии 3165. Окей. Вот он. Подключается к VCI. Вот идет инициализация программа. Далее он захочет подключиться к автомобилю. Автомобиля-то и нету. И будет он на нас ругаться. Вот, то есть выбор автомобилей. Q7 давайте посмотрим. Тут как бы всего это, то есть свежих нету тачек пока что в этих списках. Audi опять. Ну вот с 2013 года есть Audi. Можно посмотреть еще, кстати, Шкоды там. Вот Шкода. Посмотрим. Вот с белой панелью, ВДО старые, там Фабия, Октавия. И вот NEC 24, C64, два вида, даже три вида. Rapid 2013-2015, NEC 35. Ну не знаю, конечно, Рапидов у меня нету, что-то на смотку. Если что-то будет, снимем видео обязательно и покажем. Давайте вот реношки посмотрим. Реношки, Калеус только почему-то. Больше вообще ничего нет. Так, иммобилайзер. Ну тут тоже он полно всяких этих марок. Иммобилайзер. Kia, допустим. Ну, работает шустренько. Кстати, вот чтение пин-кода, выбор типа автомобиля. Optima там, Sportage.